Привет, ребята! Запишу небольшой видос, который посвящен новому календарю турниров, который выпустили буквально вчера. На целый год нам выкатили пока что 9 турниров. Я буду рассказывать только про эпоху Империи Вторую. Как вы видите, здесь 9 турниров, начиная с августа этого года, заканчивая июлем 26-го уже года. И давайте посмотрим. Также, кстати, выкатили... Так, это сейчас промотаем. Age of Empires 2D Tournament Handbook. То есть специальный турнир, унифицированный handbook турнирный для всех турниров, который могут использовать все организаторы, в принципе, и там общие правила указаны. Ну, это так удобно, там реально вот хотите сделать турнир, зайдите туда, просто скопируйте правила, либо сделайте референс сюда, ссылку, соответственно, достаточно удобно. Так, ну хорошо, давайте пойдем по порядку. У нас, сразу говорю, есть Т-90 Лига огромная, есть 3 лан-турнира. Red Bull пока непонятно. Из этих 3 лан-турниров Red Bull я пока не вижу, на самом деле. Может быть, он будет еще заношен. Тут есть окна, мы видим какие-то, да. Смотрите, в январе тут что-то. Маленькие турнирчики — это, конечно же, ланы. Большие — это что-то другое. Итак, погнали. Первый турнир у нас Sudden Disaster по номер 2. Круто! С августа по сентябрь уже достаточно близко, 10 тысяч призовой. Сразу скажу, что, в принципе, какого-то бума турнирного не стало. Турниров примерно столько же осталось. Возможно, немножко лучше разнообразие, я бы сказал. По призовым тоже все стабильно, скажем так. Джон Слоу будет хоть этот турнир супер крутой, где игроки будут играть с одной ратушей. Возможно, не с одной ратушей, будут карты, где будет и 2, и 3 ратуши, но новые ратуши ставить нельзя. При потере ратуши, либо всех ратуш, вы проигрываете. В этом суть турнира. Итак, получается, и эти все 9 турниров, они, их спонсорами являются, ну, я так понимаю, World's Edge, правильно? Да, World's Edge, подразделение Microsoft. Хорошо. И не все турниры будут являться S-тир турнирами. 10 тысяч призовой, это все-таки не, это будет A-тир турнир. Ну, турнир 1 на 1, соответственно. Что тут еще? Ну, в принципе, я, все сказал. Погнали к следующему. Это Masters of Hyperrandom уже 3. Недавно был, кстати, второй. И я очень рад, что это становится, ну, как бы не S-тир турниром все-таки, опять же, да. Это у нас сентябрь-октябрь, уже осень. Гиперрандомчик, карты максимально рандомные, надеюсь, будут. Zethnus, да, есть у нас хост. Он будет, я уверен, допиливать карты, он делает это очень хорошо и будет очень интересно, мы надеемся. Так, ну мы видим, 10 тысяч призовой. Блин, был бы я, вот кто распределяет деньги, 50 тысяч минимум сюда на гиперрандом, потому что 10 тысяч это все-таки такая граница, где вроде как уже многие топы зарегаются, но может не зарегается Хера, может Лири. Хотя, надеюсь, зарегаются, честно говоря, потому что так как у нас есть теперь календарь, да, то не будет пересечений турниров, видите? Это очень удобно. Ну, по крайней мере, больших с большими, да. Это достаточно будет удобно. Соответственно, на гиперрандоме играется онлайн, 1-1 турик. Тут вроде как все понятно. Ну, это все, весь этот календарь, он благодаря Ниле сделан, да. И, возможно, с ним все организаторы договариваются, игроки, и может быть, конкретно с ним и призовой как бы распиливают. Но я не уверен, наверное, не только с ним. Линьгуань Кап, который уже появился, кстати, на Википедии. К нему квалификация. Вот это интересно. Ли, команда Ли китайская, да, это спонсор Линьгуань. Линьгуань, не знаю, как правильно. Октябрьский турнир, 5 дней. Итак, смотрите. World's Age спонсоры, да, то есть все равно спонсируют майки, грубо говоря. Линьгуань Кап. И смотрите, да, хоть турнир проходит в октябре, но уже в августе, в начале августа проходит международная квалификация, потом будет квалификация среди китайских игроков. Возможно, будет что-то типа 8 игроков интернациональных, 8 китайских, либо 12-4, наверное, такой баланс был бы неплохой, да? Или там 10-6, ну, как они там захотят. Мейн-эвент аж только в октябре, призовой 50 тысяч 400 рублей. Кстати, все 3 лан-ивента в разных странах, и все с примерным, ну, примерно 50 тысяч призовой. Формат уже 1-1. Кстати, по-моему, все турниры 1 на 1. Ну ладно, посмотрим. Лан, то есть в самом Китае, непонятно где, хост Лингуань, не знаю, что это значит. Ну и там у них официальные кастеры, будут еще на английском какой-то каст тоже, возможно, прямо оттуда.
Забавно, давно в Китае не было чего-то такого большого. Ну, в принципе, удачно. По-моему, со времен Nations Cup. Thalassocracy Cup второй возвращается. Турнир на водных картах, который, кстати, выиграл Себастьян, и там себе очень хорошо показал. Это уже ближе к зиме. Вот такой вот дракар выжигает все. Прикольно, 20 тысяч призовой, кстати. Хост. Ну, это тайваньский админ. Прикольный, в принципе. Ну, здесь, в принципе, какая информация? Thalassocracy Cup, да, в ноябре 20 тысяч уже на водных картах, да. Ну, там будут и, походу, и гибриды, кавасаны всякие, водные, номадные водные. В принципе, все. Дальше, следующий. Опа, LAN ТБА, казалось бы. LAN Event, который пока непонятно где. Red Bull в декабре, 8 дней, который будет проходить. Не думаю. Потому что 50 тысяч призовой, как будто бы Red Bull, и делать 50 тысяч призовой меньше, ну не знаю. Формат 1-1, LAN, Германия. Ну, как бы оно, Германия, это понятно. Это легче всего собрать игроков Германии в центре как бы мира, грубо говоря, да, киберспортивного. Нет пока информации, кто, что. Ну, вот Red Bull 50 тысяч, ну, может. Знаете, скорее это будет The Garnison турнир, да, вот, от команды Being Esports. Очень похоже на это. Все-таки я надеюсь, что Red Bull еще не зааноншен, но он будет зааноншен позже. Хорошо, погнали дальше. И тут самое интересное. Т-90 Лига, уже 5-й сезон, возвращается. Т-90 говорил сначала, что его лига будет проходить каждые полгода. Но это crazy, по-моему. Каждые полгода сама лига идет, там 3 месяца, да? И это получается, лига прошла, несколько турниров, лига снова, лига снова. И поэтому был план типа по 50 тысяч и лига в полгода. По-моему, грамотное решение сделать лигу раз в год и 100 тысяч призовой. 100 тысяч это уже супер серьезно. Смотрим, проходит с января по март, но это не совсем так. Итак, основная информация. 5-й сезон. И смотрите, серебряная и бронзовая лига в ноябре-декабре. Вы понимаете, что это значит? Что еще есть и золотая, и платиновая. 4 лиги теперь, не 3, а 4. То есть раньше у нас была платина, топ-24 игрока, золото, следующий топ-24 игрока, и серебро, это была лишь квалификация в золото. Теперь как бы 3 основные лиги, да, в каждой по 24 игрока, то есть 72 игрока будут хорошо спонсированы. И 4-я лига бронзовая, это тоже будет квалификация к сильверам, как бы. То есть, будет, как сказал Т-90 в своем видосе, будет большая бронзовая лига с большим количеством участников, которые могут, то есть, по сути, квалификация, которые могут участвовать. Они проходят в сильвер, потом отыграется сильвер где-то в декабре. В бронзах призового большой не будет, там что-то вроде $1000, но кто попадает в сильверы, да, это игроки, получается, топ-49-топ-72. Они, для них призовой фонд $10 тысяч, что, в принципе, неплохо. Тут некоторые турниры полностью на 10 тысяч. 10 тысяч я сказал, да? 10 тысяч. Не 100, чуть что. 10 тысяч на сильверов. Потом следующие 24 игрока, у них уже призовой 25 тысяч. Ну, солидно. Ну и самые топовые игроки, да, топ-24 мира. Соответственно, 65 тысяч. Итого 100 тысяч. 65 тысяч. И главная идея Т-90 была в том, что в прошлом сезоне что было плохо? То, что игрок, который в платине играет, но очень плохо, да, там все матчи проиграл, он может заработать меньше денег, чем тот, кто выступает хорошо в золоте. И так быть не должно, сказал Т-90, в принципе, согласен. Если ты уже в платине, ты уже сильнее всех, кто в золоте. Типа, ну, да. Поэтому, и чтобы люди там специально не сливались куда-то в золото, 65 тысяч призовой в платине, то есть даже худший игрок в платине все равно получит больше, чем лучший игрок в золоте, по крайней мере. Ну, хорошо, вот это основная информация. Соответственно, январь, март. Ну, честно говоря, офигеть, турнир будет долгий, но он как бы разделен на 2 части. 100 тысяч, да, от Т-90. Хорошо, что дальше? Мемп ТВ. Мемп ТВ это уже апрель-май, это уже почти через год, 2026, да. Пока непонятно, какой ивент тоже. Картиночки у нас нету, превьюшечки. Какой-то ивент от Мемп ТВ, в принципе. Квалификация, пока непонятно. Какой даже призовой будет непонятно. 1-1 онлайн. Ну, и как обычно тут, ну, видите, 1-1. То есть это либо King of the Desert, либо Warlords. King of the Desert, честно, я больше за King of the Desert. Почему? Ну, мне уже приелся Warlords. King of the Desert, он такой, знаете, классический турнир. Я уверен, что можно King of the Desert разнообразить и сделать не одну вариацию Аравии, а много разных вариаций Аравии прикольных.
Я, кстати, предлагал это мембу на Reddit, он спрашивал народ, я ему расписал все там. Он забил хер на это большой и сделал очередной Warlords. И очень вероятно сделает еще раз Warlords. Ну ладно, но я думаю, King of Desert может вернуться прикольным, там, с большим призовой, там, что 80 тысяч. Ну, посмотрим. Это от Meme TV. И осталось 2 турнира. Снова, вот это самый грустный турнир, как по мне. Medieval Masters 2, то есть сейчас проходит Medieval Master 1, да, от Mario Valley, 10 тысяч призовой. И это буквально то же самое, абсолютно то же самое. Те же 10 тысяч, тот же супер стандартный формат, обычные карты. Вот, когда меня спрашивают, о чем это турнир, я не знаю, что сказать. Ни о чем. Ну, просто турнир 10 тысяч. То есть, мне очень, ну, то есть, никакого прогресса. То есть, турнир еще не прошел, да, тип первый, а ему уже дали бабки на второй. А есть много других хостов, которые тоже хотят получить свой фонд призовой, да, от Microsoft, но им, типа, шанса не дали. Дали этому же чуваку, Марио Вали. Ну, окей, посмотрим. Ну, не впечатляет, абсолютно то же самое, но может что-то он изменит, но вот тут печаль. Хорошо. И здесь мы уже подбираемся к июлю следующего года. И вот это довольно интересно. Бразилиан Dynasty. Династия бразильцев каких-то, бразильская династия. Хорошо, это уже июль, 5 дней, LAN Event номер 3. Так, что здесь нас интересует? Квалификация в апреле, видите, намного заранее, чем сам Main Event. Ну, до Бразилии попробую доедь. Это у нас первый LAN, наверное, в Бразилии, ну, международный, получается. 50 тысяч снова призовой, 1-1 снова, видите, все турниры 1-1. Точно не все турниры еще зааноншены, я имею в виду большие. Я надеюсь, что будет еще несколько командных турниров, которых очень тяжело организовать, возможно, их впилят куда-то. Но это да, тяжело. И Red Bull все-таки вроде топ-игроки говорят, что что-то должно быть, и пока непонятно. Бразилия, и что такое Бразилия? Почему Бразилия? Онимару будут проводить этот турнир. Причем Онимару уже вроде японская команда. Вот такие новости у нас. Давайте снова взглянем на двоечку. Да, ну, если кому интересно, можем так просмотреть. Хорошо, двоечка, это хорошо, это прекрасно. Так, это прекрасно. Двоечка, вырубись, пожалуйста. А что есть по единице? Так. Так, сейчас я перезагружу, а то это, видимо, забагованный у них сайт, конечно, это жесть. Забагованный. Year. Хорошо, допустим, мы двойку удаляем, да, это все удаляем. Что у нас по Age of Empires 1? Ничего. Вообще ничего по Age of Empires 1. Хорошо, по двойке мы видели 9 турниров. По тройке. Ну, это понятно. Четверка. Четверка спонсируется, будут турниры. Можем даже пробежаться, посмотреть несколько турниров. Так, чисто призовые оценить. 10 тысяч ФФАшка. Нету призового. Нету. Ну, точнее, неизвестен призовой, а не нету призового. Егис ТВ. King of the Rockies, 15 тысяч. Ну, в общем, непонятно. И АОМ на самом деле тоже что-то там будет. Champions League сезон 4. Ну что, тоже там 10 тысяч какие-нибудь. Да, тоже 10 тысяч. Короче, призовые не выросли, к сожалению, но вот такая информация. Зато разные Талосокраси, гиперрандомы, Sudden Disaster, в принципе, какой-то бразильские, китайские темы. Что-то интересно, что-то не очень. Что думаете? Пишите в комментах. Ну и до встречи.